В португальской глубинке, окруженный со всех сторон горами, уютно вписался в сельский ландшафт маленький прудик, воду из которого периодически забирают для полива растений. У водоема нет ни богатой истории, ни даже собственного названия. Единственное, что может нас в нем заинтересовать, это живущий в этих водах блэк-бас. Мы решили навестить большеротого окуня, приехав к нему на рандеву в компании Жюльена Бридара, франкоговорящего эксперта телеканала «Охотник и рыболов». Я видел очень крупную рыбу у самого берега. Надо быстро подкрасться к ней. Я попробую ее поймать в приглядку, на вейке. Пойдемте со мной. Медленно, словно на глухариной охоте, крадемся по мостку, чтобы лишний раз не подшуметь и не спугнуть осторожную рыбу. Бас видит приманку. Он ее видит. Испугался. Он нас увидел. Нет, он нас увидел. Он нас увидел. Длина этой рыбы была примерно 45-48 сантиметров. По крайней мере, мы поняли, что басы здесь ловят регулярно. Ведь на прудах, где нет рыболовного прессинга, бас не боится людей. В нашем случае бас уловил небольшой шум, и как только увидел нас, сразу же ретировался. Я попробую еще побросать с этого мостка. Этот бас еще совсем маленький. Маленький блэк-бас. Преследует приманку. Это маленький блэк-бас. Небольшая рыбка, примерно вот такая. Она еще слишком мала. Просто малыш. На смену вейки приходит живец, так кстати оказавшийся в бочке с водой буквально в шаговой доступности от рыболова. Надежно зафиксировав его на одинарном крючке, Жюльен продолжает прогулку по берегу пруда, высматривая активного баса, чтобы подать ему наживку прямо под самый нос. Он клюнул. Да как заглотил. Хороший. Великолепный бас. Жюльен решает повторить трюк с поимкой большеротого окуня, сместившись для этого немного левее. Каждый раз он высматривает точку, на которой бас стоит в траве под самым берегом. Туда и следует его короткий заброс. О нет, только не в траву. Хороший. И этот тоже очень хорош. Великолепный блэк-бас. Красивая рыба. Отпустим его. А теперь пришло время рыбачить на флотюбе, используя искусственные приманки. Классно. Идите за мной.
Вдоволь порезвившись на берегу, пора выходить и на воду. Для этого в нашем распоряжении будет флотюб, укомплектованный как поверхностными приманками, так и монтажами для ловли с глубины, несколькими американскими спиннингами, оснащенными как безинерционными, так и мультипликаторными катушками. И, конечно же, главному герою следует правильно экипироваться, чтобы чувствовать себя на надувном плотике не хуже, чем рыба в воде. Итак, выходим на воду. Чтобы найти и поймать рыбу, я буду использовать разные техники ловли. Мне кажется, на этом водоеме лучше всего начать с поверхностных приманок. В процессе ловли я буду пробовать различные варианты, наблюдая за тем, как на них реагирует рыба. Поппер, джиг, спиннербейт. Рыба! Великолепная рыба! Небольшой кульбит. Прекрасно. Хорошая рыба. Превосходная. Всегда будьте осторожны, когда освобождаете ее от тройников. Крючки хорошо зацепились во рту, но он может вырваться из рук. Отличный бас. Хороший и в меру упитанный. Первую рыбу мы поймали на поверхностную приманку, как я и ожидал. А теперь подпрыгни. Высший класс, полный контакт. Там точно хорошая рыба. У меня на крючке ланкер. Гениально. Превосходно. Невероятно. Похоже, рыба едва держится на крючке. Я возьму ее с другой стороны. Тройник пробил ей пасть. Бас — удивительная рыба. В этой особи по меньшей мере 38-40 сантиметров. Примерно. Потрясающая атака на поверхности. Еще одна важная вещь на такой рыбалке — это солнце. Каждый раз наносите на кожу крем. И обязательно периодически увлажняйте лицо, чтобы понизить температуру тела. Голову накрывайте косынкой или надевайте кепку. И периодически наносите крем от загара. В Португалии в это время, а особенно в полдень, температура воздуха поднимается до 32-34 градусов по Цельсию. Здесь очень жарко, так что кожу следует поберечь. Я хорошо себя защитил от солнечных лучей. Сейчас я собираюсь обловить этот участок пруда с помощью поверхностной приманки.
Я забрасываю практически под самый берег, прямо к урезу воды. Рыба! Я забрасываю на мелководный полив, туда, где много травы. Мне кажется, что наиболее крупные особи находятся именно в этом секторе. К тому же ветер стих. В траве и затопленных ветках у блэкбасса появляются отличные места для укрытий. Всегда ведите приманку рядом с препятствиями, которые виднеются из воды или у самого берега. Здесь много веток. Сошел. Я так и знал. Прекрасная поклевка. На крючке крупная особь. Большая рыба. Большая рыба. Вот что происходит, если вы слишком заиграетесь с рыбой. Всегда приятно наблюдать за атакой поверхностной приманки. Мне нужно ухватить ее с другой стороны. Надо все делать очень осторожно. Рыба может ударить, а я не хочу ехать отсюда в больницу. Операцию следует провести уверенно и аккуратно. Все в порядке? Извлекли изо рта. Маленький португальский бас клюнул на топ-вотер. Гениально. Возвращайся домой. У меня в руке одна из разновидностей джиговой приманки, имитирующей рака. С ее помощью я продолжу искать баса, стоящего у берега, облавливая при этом довольно внушительную акваторию за достаточно короткий промежуток времени. Я рассчитываю поймать крупную рыбу, которая, по моему мнению, держится на этом участке, и постараюсь это сделать как можно быстрее. Рыба очень часто стоит у самого уреза воды. Чтобы поймать на этом участке максимальное количество особей, у меня нет другого выбора, кроме как обловить акваторию, делая забросы в сторону берега. Я постараюсь быстро исследовать всю береговую полосу. Я рассчитываю спровоцировать крупного баса на атаку. Уберем траву. Рыба. Это маленький бас. Да нет. Мне попалась хорошая особь.
Там хорошая рыба. Да, великолепная. Он будет покрупнее предыдущих. Мы не зря поменяли технику ловли. Как вы можете видеть, мы очень быстро смогли поймать такого великолепного португальского блэкбасса. Великолепный португальский бас. Нас зовут ловить следующего. Продолжим. Рыба. Вы сами можете наблюдать, насколько эффективен такой подход к ловле баса на подобных водоемах. Я часто так ловлю во Франции. Этот стиль ловли прекрасно работает и в Португалии. Все произошло очень быстро. Я увидел, что рыба стремительно приближается, как стрела. Я замедлил проводку и поймал ее. Бас на крючке. Хороший бас. Вы снова видите, насколько эффективна моя тактика ловли. Так ловят французские рыбаки. Еще одна хорошая рыба. Гравая и балька. Она засеклась хорошо и сразу. Очень эффективный способ ловли. Не хочет прыгать? Продолжим ловить на эту рукообразную приманку. Он взял приманку. Вот почему очень важно, какой хороший. Всегда опускайте удилище в воду, чтобы гасить попытки рыбы выпрыгнуть на поверхность. Вращайтесь на флотюбе вслед за рыбой. Так вы тоже сможете предотвратить попытку баса выпрыгнуть из воды. Иногда рыба плохо засекается. А если она слабо засеклась, то она точно сойдет с крючка. Эту рыбу я поймал с глубины. Бас не стал атаковать поверхностную приманку, на которую я ловил ранее. Поэтому всегда проверяйте перспективный участок на водоеме, поставив для этого донный вариант монтажа. А теперь отпустим его в воду. Рыба.
Там точно был крупный бас. Продолжим. Всегда проверяйте надежность узлов. Только что я потерял хороший трофей. Если бы это была рыба длиной 30-40 сантиметров, то она не оборвала бы леску. На крючке же была особь более 50 сантиметров в длину, и у нее получилось оторвать мой монтаж. К сожалению, все закончилось досадным сходом. Я надеюсь, что больше такого не повторится. Для этого я поставил плетеный шнур диаметром 0,45, чтобы не бояться обрыва. Блэк-бас очень силен. Иногда он даже разгибает крючки. Как только блэк-бас атаковал вашу приманку, нужно сразу же сильно подсечь, чтобы крючок смог пробить пасть этой рыбе. Поднимается ветер. Рыба — сход. Нужно иметь очень хорошую реакцию. Рыба не даст вам второго шанса. Жюльен продолжает облавливать понравившийся ему участок, делая выверенные забросы в сторону берега и медленно дрейфуя к точке, с которой началась его рыбалка на безымянном португальском пруду. Сейчас будет атака. Какой красавец! После того, как мы сменили способ ловли, перейдя на джиг, нам стали попадаться более агрессивные рыбы. Хороший блэк-бас. Какой красавец нам попался! Он просто совершенен. Крупная рыба. Он очень хорошо просекся, и у него не было шансов сойти. Нам попалась очень красивая рыба. Большой и упитанный блэк-бас, живущий в этом прекрасном пруду. Теперь измерим этого крупного блэк-баса. 43 сантиметра. Стартовая скорость впечатляет. Напоследок половим в камышах. Рыба — это будет наше заключительное вываживание. Еще одна красивая рыба. Сегодня мы ловили на два типа приманок на небольшом португальском пруду. Я постарался показать вам, как можно быстро и эффективно исследовать наиболее интересные участки водоема и взять на них всю активную рыбу. По-моему, рыбалка нам удалась.
мировая рыбалка.